Вчера прошел съезд «Единой России». Это мероприятие можно считать официальным стартом всей предвыборной кампании. В его рамках не аппарат партии, а само государство рассказывает, с чем имеет в виду прийти к гражданам, что хочет им предложить. На этом месте заканчиваются всякие сливы и инсайды, о чем будут говорить, какие KPI выставлять. Мы все видим своими глазами. Мы видим своими глазами нечто изумительное. В первой пятерке списка партии сразу двое вояк: военкор ВГТРК Поддубный и участник войны с Украиной Головин. С предвыборных плакатов «Единой России» полностью вычислили айдентику партии, зато зафигачили огромное лицо Путина, строго в анфас, как на ориентировке. Путин с плакатов строго смотрит на избирателя и отчитывает того за излишнее нытье. Путин живьем выступает на съезде, дает интервью после него и оба раза прямо дает понять: ничто из происходящего в России не помешает ему воевать, никакие переговоры и перемирия ему не интересны. Короче, насколько бы нас, как не чужих ведению избирательных кампаний людей, это бы не изумляло, но это будет не кампания «Единой России», это будет референдум за войну и Путина. Это интересно обсудить. Сначала напомню, как обычно, по ссылке в описании собраны разные способы обхода блокировок интернета в России. Спонсирует это дело VPN Liberty, который предлагает 30 дней пользования сервисом бесплатно, без привязки карты. Выборы тем хороши, что по природе своей мероприятие это публичное. Федеральные выборы – тот редчайший случай в нашей системе, когда мы видим, как она работает и к чему стремится. Кого она считает привлекательными для граждан лицами, а кого хочет спрятать подальше и никому не показывать. Какие темы считает для себя выигрышными, а какие старается замести под ковер. Какие планы строит, каков ее KPI, какие ожидания она считает реалистичными. Это все, особенно с учетом нашего опыта в избирательных кампаниях, может многое рассказать о том, как и кто принимает решения, насколько все причастные вообще отдают себе отчет в происходящем. Выборы хороши тем, что они максимально близки к коммерции, к рекламе и продажам. Нам не надо слушать тайные инсайды заседания топ-менеджеров, чтобы разобраться, на кого вот этот бренд нацелен, кого он хочет видеть своим покупателем. Дорогой он или дешевый, массовый или нишевый, что он хочет рассказать аудитории. По внешнему виду упаковки, по стилю рекламы, по тону и языку общения, по персонажам в рекламе, по малейшим деталям, начиная с используемых цветов, нам очень легко представить, что продают и кому. Можно не знать, что конкретно рекламируют, но рекламу подгузников, часов Rolex, средства для потенции, одежды для подростков или круизного тура мы никогда не перепутаем. Сразу понятно, с кем говорит реклама. С богатыми или с бедными, с молодыми или с старыми, с ребенком или взрослым, семейным или одиноким, мужчиной или женщиной. Так же и с выборами. Нам не нужны тут какие-то конфиденциальные данные. Ведь все открыто и доступно. Мы видим, чем хочет быть кандидат или партия. Кому они обращаются. Каков их продукт, что они предлагают. И нет никаких проблем сравнить это с тем, что происходит на самом деле. Нынешний съезд «Единой России» в этом смысле просто золото. Здесь настолько же хорошо понятно, как грядущие выборы планируется построить, насколько очевидно, до какой степени планы эти далеки от реальности. Для начала давайте коротко опишем предвыборную реальность. Факт, который, анализируя социологию, не заметит только слепой, заключается в том, что война жутко непопулярна. И без разницы, как и кому задаются вопросы. Люди устали от войны, не понимают, зачем она нужна. Люди сталкиваются с конкретными ее последствиями. Для всех абсолютно, включая даже самых активных зетников, дошло: никакого удовлетворительного исхода у происходящего не будет. Любой политтехнолог, который занял себя хотя бы получасовым ресерчем, посмотрел бы социологию, спарсил бы дискуссию в соцсетях, сделал бы новостную сводку, занялся бы своей работой, за которую таким людям платят. Вот такой сразу бы понял, что тему войны в любом виде, символов, участников, разговоров о ней, лозунгов о фронте и победе, нужно избегать как огня. Связать голосование за свою партию с голосованием за продолжение войны – это прям худшее решение из возможных. Потому что в одной этой теме, как в матрешке, сконцентрировано все плохое, что происходит вокруг. Говоря о войне, ты разом говоришь об отключениях связи и блокировках в интернете,
о дефиците топлива, страхе мобилизации, росте налогов. Кому-то напоминают, что социальные выплаты перестали вовремя приходить. Кому-то, что их вывели за штат, отняли премию, перевели на неполную занятость. Война – такая зонтичная тема, которая для каждого человека выглядит по-своему, связана со своим списком проблем, но примерно для всех выглядит исключительно хреново. Наша дорогая швея из Иваново может и рада 100 тысяч получать за шитье бушлатов, но у нее сыну 15 лет, и не надо бы ей лишний раз сообщать, что голос за Единую Россию – это голос за то, чтобы сын еще успел под малой токмачкой сгинуть. Любой внятный политтехнолог сказал бы сразу: темы войны мы максимально избегаем. Нас же никто за уши не тянет в нее. У нас нет же настоящих конкурентов, настоящей контрагитации, настоящих дебатов. ЛДПР не заставит нас отвечать на вопросы о войне, если мы не хотим. Никто не мешает провести обычную безликую кампанию, как все прошлые циклы, с разговорами о стабильности и традиционных ценностях, об уважении к ветеранам, заботе о пенсионерах, защите кошечек и собачек, зарплатах врачей и учителей, ремонте труб и строительстве мостов. Мы ж помним 2020 год. Там тоже была тема, которую нужно было максимально исключить. Голосование за обнуление сроков Владимира Путина было в официальной агитации чем угодно, только не голосованием за обнуление сроков Владимира Путина. Текст Конституции увеличили в 1,5 раза, лишь бы замазать одну единственную строчку, ради которой все и затевалось. В агитации использовались любые темы и персонажи, кроме самого Путина. Потому что явно это была самая неудачная и, очевидно, жульническая тема с обнулением его сроков. Тогда, видимо, была нанята команда внятных политтехнологов, которая пришла и сказала: пускай Песков рассказывает что угодно о триумфальном референдуме доверия президенту, но после голосования. Если вести кампанию так с самого начала, вы эту херню никому не продадите и огребете проблем. Судя по тому, что мы увидели на съезде, судя по списку лидеров, которые поведут партию на выборы, судя по примерам агитационных материалов, сейчас все будет совсем иначе. Как именно, разберемся после небольшой рекламы нашего книжного магазина. Если вам интересно про российскую политику и как вообще у нас все это получилось, в моей книге «История новой России» как раз это все написано. История учит нас понимать, почему мир стал таким, какой он есть. Почему появился Международный суд? Зачем создавали ООН? Как вышло, что в демократической новой России укрепилась диктатура? На все эти вопросы историки отвечали не раз. Но проблема в том, что через их труды бывает сложно продраться. Книги по истории редко можно назвать легким чтением. Поэтому мы решили создать собственные учебники, где сложные исторические процессы рассказаны интересно и простым языком. Где есть красивые и, что важно, корректные иллюстрации. Такие, чтобы каждый разворот хотелось рассматривать. Мы сосредоточились сейчас на 2 периодах. Во-первых, на истории новой России. Ее события влияют и на нашу жизнь до сих пор. Если вы хотите разобраться, как приходила экономическая реформа, какие были альтернативы, как победа Ельцина в 93-м создала предпосылки для появления путинской автократии и диктатуры, и как эта самая автократия формировалась, тогда покупайте книгу «История новой России». Второй же период, по сути, сформировал все современное мироустройство. И он коснулся почти каждой российской семьи, советской семьи еще. Это Вторая мировая война. Событий там очень много, поэтому мы решили сделать серию книг, чтобы дать полное представление о произошедшем. Сейчас вы можете приобрести 1-й том из этой серии. Там рассказано о причинах Второй мировой и о том, как она началась. Как повлияли Версальский договор и мировой кризис, что привело Гитлера к власти. 2-й том выйдет в этом году, я надеюсь. Его печать мы частично финансируем с продаж 1-го тиража. Так что, если хотите поддержать наш проект, покупайте книгу. Еще можно пожертвование сделать. Важный момент. Покупать мои книги в России законно. Вы ничего не нарушаете. Качество у обеих книг отличное. Они могут стать хорошим подарком и украсить интерьер. А еще у нас в магазине есть мерч. Можете вместе с книгой купить, например, худи с надписью «До завтра». Моим почерком. Кривоватым. Ну, ладно, нормальным почерком. Ссылка на наш магазин в описании. Продолжаем. Так что же мы там увидели на съезде? Кроме обычных подозреваемых, которые оказались в списке, вроде Лаврова и Собянина, кроме малоизвестной за пределами Гаагского трибунала коллекционерки чужих детей Марии Львовой-Беловой,
Кроме них, предвыборным лицом партии становится военкор ВГТРК Евгений Поддубный и участник вторжения в Украину, бывший командир взвода морской пехоты, а ныне начальник штаба Юнармии Владислав Головин. Лавров и Собянин тут значения не имеют. Составители просто взяли таблицу доверия к российским топ-чиновникам и выдернули двух самых популярных. Когда-то в этом списке еще обязательно был бы Шойгу, но за время войны он стал, пожалуй, что самым ненавидимым из высшей номенклатуры. Имеют значение вот эти двое, Поддубный и Головин. Кто-то предполагает, что это хорошая идея, что два человека в камуфляже, такой же удачный паровоз, каким стал доктор Денис Проценко в 21-м. Что, как и со спасителем от ковида, люди связывают с вояками что-то хорошее, что вояки вытянут на себя остальных. На том же съезде нам представили и визуальный стиль кампании. Впервые с 2007 года лицом кампании «Единой России» станет сам Путин. Этого не происходило 3 выборных цикла подряд, причине которую никто не скрывал. Популярность «Единой России» существенно ниже, чем популярность Путина. Это партия не Дедушки Мороза, который на прямой линии дарит девочкам щенков, а партия хмырей в кабинетах под гербом. Ассоциация Путина с «Единой Россией» не столько помогает партии, сколько вредит Путину. Теперь же, когда мы видим путинскую физиономию на плакатах, сразу же понимаем, выборами «Единой России» больше руководят не технологи партии. Кампания «Единой России» теперь не о том, чтобы понравиться избирателю, и вообще не к избирателю обращена. Теперь вся кампания про то, чтобы ублажить лично Путина. Лично Путин хочет убедиться, что его популярность, степень поддержки и контроля ситуации настолько велики, настолько он наполнен питательным бульоном народной любви, что может любые выборы вывести на себе одном. Что можно с плакатов вообще убрать партийную идентику и написать «Единая Россия» полупрозрачным шрифтом. Просто разместить физиономию Путина на 80% площади плаката, написать «За президента» с буквой «Z» и на этом собрать все голоса, несмотря ни на что. Разговоры о том, что Путин теряет контроль над ситуацией, о том, что все у него разъезжается и везде не слава богу, разговоры эти, может, до Путина и не доходят в том виде, в каком их слышим мы с вами, но они, очевидно, висят в воздухе. Очевидно, нельзя полностью изолировать себя от самого страшного вопроса. А зачем этот человек, собственно, вообще системе нужен? Он вверг систему в войну, которая нужна только ему самому. И только из-за своей гордыни, из-за своей страсти развлекаться до последнего, он войну эту не закончил в самый лучший момент, когда Трамп вокруг него хороводы водил. Вместо того, чтобы обеспечить своей элите процветание и безопасность внутри и снаружи, бесконечно обогащаться в России и владеть половиной красивых водоемов Европы, человек этот сделал их изгоями снаружи и отдал на съедение чекистам внутри. Вместо безобидной бочки с деньгами, возле которой находилось место для каждого, за несколько лет его власти государство стало универсальным должником, где все рвут друг другу глотки за остатки ресурсов. 15 лет назад Путин для своей элиты был человеком, который говорит: вот вам Олимпиада, вот вам трубы в Европу, вот вам национальные проекты, обогащайтесь. Сейчас Путин говорит: скидываемся на войну, кто мало скинется, тот из окна кабинета скинется. Он больше не тот рациональный жулик, или там, как пишут, северный лис, хитрый и гибкий, который умеет лавировать, где надо отступить, где надо подождать, с кем надо договориться, чтобы обогатить в конечном итоге себя и всех вокруг него. Не тот, кто свернул тему Крыма и Новороссии, едва те перестали быть популярными, и снова вернул все в норму. Он уперся рогом в свою войну, не слышит никаких аргументов, не ищет лучшего выхода. Война больше не политтехнология, не способ окормлять скучающий электорат через телевизор. Путину теперь действительно нужны этот Купянск и Малая Токмачка. Он все и всех туда скинет, от пьющего грузчика до министра и олигарха. И если у кого и были сомнения, то международная клоунада 25 года, когда Путин издевался над Трампом, а на самом деле над своим государством, в этом окончательно всех убедила. Не нужен ему выход ни на каких распрекрасных условиях. Ему нужна война. Не может тут не быть вопроса: а зачем такой пассажир нужен нам? Мы эту систему строили ради шубохранилищ, ради домиков на Кома, ради детей в Оксфорде, французских виноградников. Ради того, чтобы возить корги частным самолетом на собачью выставку, а не чтоб в кирзовых сапогах маршировать.
Да, можно некоторое время в войну поиграться. Построить из себя фанатиков, готовых раздолбать собственное имущество ядерной бомбой. Но это слишком затянулось. Стало слишком всерьез. Эта избирательная кампания призвана сказать: ваши опросы, ваши аргументы, ваши цифры, все ваше недовольство – это полная херня. Вы никто, и звать вас никак. Владимир Путин – единственный политик в стране. Пока вы там носитесь со своим нытьем о бюджете и топливном кризисе, за меня и мою войну проголосует весь народ. Это будет не технологическая кампания, призванная аккуратно и без лишнего скандала достичь нужных KPI. Когда скучные люди собирают опросы, проводят исследования, делают таблички, проводят совещания, разбивают по регионам, дают задания и методички губернаторам. Нет, это референдум. Это голосование персонально за Путина в жесткой связке с войной. Ни один единорос не придет в Думу на обтекаемых разговорах о ЖКХ и пенсиях. Все туда придут потому, что их лично Путин привел вопреки всему. Вопреки усталости, вопреки кризису, дефициту топлива, ежедневным прилетам, страху мобилизации, росту инфляции и налогов. Путин собирается провести голосование не просто за себя, но и за все минувшие годы одним пакетом. Никому не будет позволено пролезть в парламент от правящей партии, хоть как-то отстранившись, отмолчавшись, на каких-то нейтральных разговорах. Нет, у всех на лбу будет написано «За Путина» через Z. Вот как когда мы видим рекламный баннер с золотом по черному фону, то понимаем, тут точно не рекламируют стиральный порошок со скидкой. Так по визуалу компании «Единой России», по лидерам списка и потому, что Путин говорил на съезде, становится очевидно. Это не разговор с избирателями и не способ их симпатии привлечь. Это разговор между Путиным и его номенклатурой. Чтобы пресечь все рыскания глазами, все эти хождения с жалобами, любые рассуждения о том, что прекратить войну было бы благом. Ничего похожего. Народ готов терпеть любые лишения. Путин – проводник народной воли. А вы все – миллиардеры, министры, губернаторы, депутаты – просто курьеры с большой зарплатой. Ваше дело где-то деньги найти и принести. А про решения политические мы с народом вас спросить забыли. В кампании этой заложен базовый конфликт. То, что было бы хорошо для Единой России, а именно сказать: мы партия людей, которые начисляют вам пенсии и чинят дороги, отстаньте от нас со своим остальным всем, то вот это для Путина совершенно неприемлемо. Именно поэтому вести ее будут вопреки всему. Так, как сделал бы нормальный политтехнолог, только ровно наоборот. Вместо того, чтобы заигрывать с избирателем, ему с плакатов напрямую хамят. Быть за Путина – базовый минимум. Так избирателю сообщают, что если он не за Путина, то он даже на базовый минимум не тянет. Он отщепенец и унтерменш. Что он вообще не с народом, и дела до него никакого нет. Все помнят выплаты, не все цену решений. Такой лозунг нельзя воспринять иначе, как один ответ на все жалобы о снижении уровня жизни. Людям от огромного лица Путина с крошечным логотипом «Единой России» в уголке не обещают ничего хорошего. Никакого выхода из кризиса, никакого плана Путина, как в 2007-м. Людям обещают, что они, мудаки неблагодарные, приживалы на путинской шее, которые еще бухтеть смеют. Я вас из ржавого трамвая вытащил на кредитный Ford Focus, значит, и посадил. А теперь вам заправить его нечем. Эк, проблема белых людей, ха? Выступая с приветственной речью на съезде и в интервью сразу после него, Путин опять не отказал себе в удовольствии поговорить о веревке в доме повешенного. Прямо на съезде он рассказал, как киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, как врагам России не удастся победить на поле боя. Сразу после съезда Путин поговорил с самым приятным для себя собеседником, с Павлом Зарубиным. И не только вновь отверг любые разговоры о прекращении войны в любом виде, ведь мы не собираемся спасать киевский режим, но отдельно проговорил, что получил предложение от Украины о воздушном перемирии и тут же его отверг. Сообщил, что удары по нефтезаводам на состоянии фронта никак не отражаются, а потому, видимо, не особо и проблемны. В момент, когда самой лучшей, самой очевидной стратегией было бы максимально приглушить воинственную риторику, снова созваниваться с Трампом, снова выпустить на поляну Кирилла Дмитриева и какие-нибудь сливы там или инсайды, кормить публику обещаниями новых мирных договоров, говорить, что ты вот завтра прямо уже почти на все согласен, которые вот-вот будут подписаны.
Но в этот момент Путин даже не интересничает, как умеет. Не оставляет никакого пространства для интерпретации своих слов. Он говорит: «Мы будем воевать». Ничто из происходящего в России не может этого изменить. Как-то на это повлиять. Принять решение о том, чтобы вести кампанию именно таким образом, не молчать о войне, а говорить в 10 раз больше, не обещать избавления, а приказывать поменьше ныть, мог только один человек – лично Владимир Путин. Такая кампания нужна лично ему и электоральным интересам партии вполне отчетливо вредит. Когда компанией заняты не технократы, вынужденные жить в реальном мире, а самый главный начальник, ведомый персональными интересами, получается ровно так, как получается. Запрос избирателей демонстративно игнорируется. Кампания ведется не чтобы привлечь голоса, а чтобы доказать номенклатуре: Путин победит вопреки всему. За Путина народ готов страдать. Хорошая это ли новость для нас? Хорошая. Партия власти ведет агитацию против самой себя. Ее кампания – лучший компромат, лучше 1000 роликов в интернете. Не надо никого разоблачать, не надо никого убеждать, дескать, Единая Россия на самом деле не за права бездомных котят и высокие пенсии, а за мобилизацию и взрывы под вашими окнами. Это и так прямо следует из всего, что они сами говорят и рисуют на своих плакатах. Их кампания сама по себе выглядит как злобный поклеп самых жутких оппонентов. Если были какие-то вопросы до, то когда мы увидели старт кампании и поняли, в чем она будет заключаться, теперь вопросов нет. Наша кампания будет просто заявку на участке. Очень сложно будет найти человека, который придет на участок добровольно, сам по себе, и добровольно же проголосует за этот ужас без конца. До завтра.